Вот такое количество вещей получилось. Значит, сверху одна сумка, тут продукты, сапоги. Во второй сумке чисто принадлежности, которых я буду ночевать. Там спальник, теплые вещи. Сбоку каремат и с этой стороны палатка. В общем, я хочу показать сейчас затяжную горку. Я сейчас спущусь здесь и поеду наверх. И покажу, как ведет себя Альфа 72 куба на таких подъемах. Здесь у меня вещей сейчас примерно на 30 килограмм. Так, ну что, я уже развернулся. Вот за этим поворотом будет этот подъем, о котором я говорил. Вот, я буду держать скорость примерно 45-50. Будем смотреть, как будет падать скорость на горке. Максимум я выкручивать на ручки не буду. Передача третья сейчас. Четвертая. Вот я держу 45 сейчас. 45 километров в час. 4000 оборотов. Немножко разгонюсь. И вот даже по звуку можно слышать, как теряет скорость, теряет обороты. Если еще поддать газа, изменится только звук. Дальше она тянуть уже не будет, набирать скорость. Поэтому я переключаюсь на третью. И также слегка поддаю газ. Но газ где-то примерно половина, скорее всего. И дальше немножко разгоняюсь. Переключаюсь на четвертую. Сейчас будет спуск. И снова подъем. Покажу, как на подъеме она себя ведет. Уже здесь сейчас ей не хватает немножко, но на четвертой она забирается, теряя скорость. Если никуда не гнать, никуда не спешить, средняя скорость, ну, примерно 40 километров в час, то вполне себе. Интересное место здесь тоже, крутой поворот и подъем сразу. Хочу показать характер Альфы. Я занимаюсь электромонтажом в квартирах, домах в городе Сыктывкар. Это моя визитка. Если вам необходимы услуги электрика, обращайтесь, профессионально решу ваши вопросы. Вот видно, что она потеряла скорость и дальше уже набирать не будет, поэтому переключаемся здесь. Если бы мотоцикл 250 кубов, он бы вытянул эту горку, то ну, Альфе не хватает. У него вот я не скажу, что это какой-то минус, это просто ее особенность. Потому что мопед, где 72 куба, естественно, не должен выстреливать. Это мопед для неспешной такой езды. И вот она сразу пошла набирать. Вот, я еще хочу сказать, что есть плюсы. Допустим, путь в 100-200 километров можно уже назвать путешествием, потому что это займет несколько часов. 100 километров можно ехать, если не спеша, то часа 2,5. 200 километров, полдня. Поэтому вот так вот едем, наслаждаемся и никуда не спешим.
Альфа для прогулок. Но в моем случае это легкий поход. Участок пути по трассе, которая идет с города в город Сыктывкар-Емба, я проехал. И я теперь повернул на дорогу, которая идет в деревню Кылтово. Протяженность ее 15 километров. И конец этой дороги это как раз та деревня. Все, там дальше тупик. Вот, и здесь начинаются как раз такие глухие места. В 3 километрах отсюда, когда я ездил на велосипеде, в поле от меня побежал медведь. На камеру на эту его не было видно. Вот, сейчас ездил мой отец по этой дороге, и видно было прям на дороге, следы медведя, присутствие медведя. Моя цель вообще вылазка на Альфе. Видно, что много вещей. Моя цель это доехать до реки, там есть Кылтовка, хорошее место есть, бор, сухо, и провести 2-3 ночи. Вот, ехал я сюда 2,5 часа примерно. Этому я научился еще с походов на велосипеде, когда спина должна быть свободная. Либо там какой-то должен быть, может быть, рюкзачок, типа как фотоаппарат, допустим, или перчатки, что-то такое легкое, чтобы не нагружать спину во время, когда ты двигаешься. Поэтому весь комплект оборудования, вещей у меня полностью на Альфе. Обязательно, если вы едете в путешествие, которое длится будет, больше часа, дорога будет, обязательно освобождайте спину, не вешайте на спину тяжелых рюкзаков. Вы вымотаетесь от этих рюкзаков, и вот эта вот боль, она поглотит все настроение и все удовольствие от дороги. Вешайте все по максимуму на мопед. На Альфу, чем она хороша, допустим, не у многих мотоциклов 250 кубов и выше есть дуги для крепления вещей. Эти багажники, вот эта система багажная, она очень удобна. Она есть на Альфе, она есть на Сигме, на Нордвинге. Есть куда прицепить вещи на мотоцикле. Смотрите, как здесь хорошо летом. Вот этот мох белый, он настолько сухой сейчас, что он рассыпается в руках. Вот такие дела. Если бы тут так было хорошо круглый год, это было бы отличное место для жизни. Несмотря на то, что здесь нет моря. К сожалению, вот такая погода теплая, она держится здесь 2, максимум 3 месяца. И вчера, например, и позавчера было очень холодно, там плюс 11 и были дожди. Такие дела. Вот, но сейчас прекрасно. Сейчас смотрите, даже вот мопед как смотрится. Когда вот сухо, тепло. Не знаю, как передать. Давайте я просто, наверное, поеду. Там будут впереди еще горки. Я покажу, как ведет себя Альфа на подъемах. Прекрасно, прекрасно, конечно, на улице. Говорю, только это вот очень редко. Хочу показать еще один затяжной подъем. Сильно разгоняться также не буду, потому что здесь плохая дорога, например. Вот такие вот условия. Так, вот уже чувствуем, что не хватает. Вот, например, здесь 60 уже на мопеде не поедешь, потому что кочки, неровности, поэтому приходится не спеша. И все, и мопед, как только начинается подъем, мопед теряет скорость. И здесь уже газуй, не газуй, если не переключиться, вот я переключился на вторую, даже на второй он не хочет ехать, пришлось переключиться на первую. Газ на полную я не даю, смысла нет насиловать мопед.
То есть, если он не едет, лучше переключиться. А переключиться придется, потому что он не тянет в гору. И об этом не узнаешь, когда стоишь в магазине и думаешь купить Альфу или другой мотоцикл, мопед. Вот, и этим я показываю, как ведет себя Альфа на подъемах. Вот с этим можно столкнуться, когда купишь Альфу. Не любит она подъемы, не хватает ей мощности. Ну, поэтому, возможно, нужно купить 125-ю Альфу. Тогда будет немножко повеселей. Вот это о чем я говорил. Мишка здесь гуляет. Здесь испачкал этот асфальт. Вот, то есть места такие, что я опасаюсь этих зверей, но меня сюда тянет, потому что здесь спокойно. Такие вот следы медведя, присутствие медведя. Вот нагружен. Я вот сейчас еду, думаю, что Альфа это не про скорость. Как бы не то, чтобы она медленная, там, допустим, и стоит на это обращать внимание. Нужно принять, что да, она не скоростной мотоцикл. Альфа больше это средство для таких небольших походов, путешествий, который способен довести твои вещи, на котором ты можешь открыть такой мир, как мир путешествий для себя. Поэтому вот для этого Альфа очень круто подходит. Она доступная, она не требует какого-то дорогого обслуживания, но тем не менее эмоции она подарит кучу. Еще хочу показать следы присутствия животных. Это вот поваленная осина. Да, косолапый, наверное, потому что здесь медведи бродят, вон, не здесь, а вот, уже проехали, на второй ферме, блядь. Мы буквально недавно видали, блин, снимали его, да. Снимали Ходит, прямо по, его даже? да, по полям прямо там ходит, блин, и... Съедены листья. Ну, это ел вряд ли медведь. Коцок на самом стволе. Это вот здесь вот только, вот это место. Но я видел такие же, только там были прям когти. То есть он валил лапами своими. Хочу показать еще одно интересное место. Место, где предположительно здесь есть бобры. Так, ну вот. Вот, видите, здесь типа как тропки. Вот здесь заросшая, а здесь свободная. Вот в этом месте вылезают бобры. Здесь даже видно, что трава не растет, здесь вырыто все, ну так расшевелено. Вот это место, где они вылезают. Сейчас тут никого нет. То есть они спрятались и их не видно. Снова небольшая горка.
Хочу показать, как меня отгоняют птицы от своих гнезд. Вот не помню, это или вальдшнеп, или кулик. У них длинный нос. Вот они здесь поднялись и начали надо мной кружить. Скорее всего, самец и самка. Вот так вот интересно наблюдать жизнь природы. Сейчас буду спускаться вот с этой горки. Значит, она подсохла уже. То есть не совсем так уж скользит. После дождя здесь, скорее всего, покатишься как на санках. Вот она горка, покажу какой склон. Дорога идет вниз, и там внизу, вот туда нужно будет проехать, там ручей. И важно, чтобы уровень ручья был низкий сейчас, чтобы мне можно было бы проехать. Нормально, сейчас переодену сапоги. Вот это прикол. Надо было ходом туда заезжать сразу. Сейчас я отсюда не выскочу, наверное. Короче, ручей нормальный. Сейчас переодену сапоги и поеду в сапогах. Надевать сапоги я здесь не буду, значит, тут мелко, там камни, альфа там не застрянет, это точно. Вот здесь дальше идет подъем после этого ручья. Вот мне нужно будет набрать здесь скорость и выскочить в тот подъем.
На заправке полный бак залил, бензин вытекает. Так, едем дальше. Еду на первой передаче. На видео видно, что я сначала одну руку снимаю с руля, потом другую. Это я отмахиваюсь от комаров. Я заехал в лес, и комары и мошкара начали доставлять беспокойство. Не туда щелкнул. Вместо первой, третью. На такой дороге как раз хорошо проявляются плюсы Альфы. Она легкая, маневренная, и для вот таких лесных тропинок лучше мопеда, скорее всего, нет. Опа, трос. Чуть на трос не наехал. Здесь нужно на ту сторону. Здесь я не проеду. Опа, вот чем хороша Альфа. Просто поднял за руль и перекинул на соседнюю колею. Наверное, для таких дел удобнее мотоцикла и нету даже. Поехали. Опять колея. Оп. Добрались мы с вами до этого чудесного места. Вот здесь очень много поваленных деревьев. Такого в прошлом или в позапрошлом году не было. Они были повалены, но не столько. Вот прям здесь уже видно 4 крупных ствола лежат. Так, и это место чем интересно, что здесь очень крутой обрыв. И с каждым годом он меняется, потому что река, как это сказать-то, обмывает, да, смывает берег. Вот, и получается берег очень такой крутой, изменчивый, там лежат бревна, деревья. Вот сейчас я это все покажу вам. Так, замечательно. Первое, что я вижу, река упала. Это хорошо, значит, возможность рыбачить будет. Так, ну вот, такой берег. Каждый год он осыпается. Вот это в какой-то из годов. Я вот не помню, даже было вот это вот или нет. Надо посмотреть предыдущие видео мои. Вот это красивое место. Здесь тихо, здесь рядом река. И что хорошо, здесь бор, сухо, для ночевки классно. Все, мы добрались. Я вас поздравляю. Путь завершен. Следующее видео будет о том, как я тут пытаюсь ловить харюза, ночую. Ехал я вместе со съемками сюда, наверное, часов 5, может быть 6, потому что сейчас уже вечер, около 6 часов, а выехал я еще, наверное, 12 не был. Вот, ну, в общем, доехать сюда это уже дело, это уже занимает целый день почти.
Так, а вот это место, кстати, где я ночевал, когда я приезжал сюда на велосипеде. Вот оно место, вот я пилил. А вот это вот бревно толстое, оно у меня горело всю ночь. Вот, и кто-то помимо меня еще сюда тоже ходит, потому что вот банка лежит. Так, ну, в общем-то, больше тут никаких изменений. Ну, кроме того, что там много поваленных стволов. Меня просто съедают. Покажу еще, что спать я буду не один, а вот у меня тут целая компания. На этом все. Спокойной ночи. Я только хотел залезть в палатку, какие-то люди идут.